Утро 15 марта 1939 года многие жители Праги запомнили на всю жизнь. Утро безысходной тоски, ужаса и отчаяния. Человеческая душа холодела, сердце замирало, а разум отказывался верить. Оставались только глаза и уши, которые слышали и видели, как в столицу Чехословакии въезжали танки со свастикой и входили немецкие колонны. А вечером прибыл Гитлер, и его штандарт взвился над Пражским градом. В этот день в Берлине подписали акт о ликвидации независимости Чехословакии. Мало кому известно, что это был не просто визит победителя. Гитлер отправил группу эсэсовцев и местных нацистов за человеком, с которым ему не терпелось свести счеты. Дом на окраине нашли быстро. Долго жали кнопку звонка, над которым было написано имя хозяина – Карл Чапок. Но супруга писателя сказала, что господам придется вернуться ни с чем, и что Карл Чапок никуда с ними не поедет. Черное, как свинец, море еще до горизонта сливалось с темным и мокрым небом. Зловещую красоту ночного пейзажа освещала неяркая луна. В ее тусклом свете посетителям маленького кафе не было видно, как из непознанных глубин темной пучины вынырнуло некое существо. Его огромная уродливая голова повернулась в сторону огоньков света на берегу, и со зловещей сосредоточенностью существо поплыло к берегу. И еще одно событие осталось незамеченным тогда. Случилось оно в такое хмурое пасхальное воскресенье, какие случаются редко на земле. Но люди радовались светлому празднику и подумать не могли, что рядом с ними происходит нечто такое, чему суждено перевернуть судьбы миллионов людей. И никому тогда не было дела до того, что голубоглазая мечтательная Клара с утра не может разродиться. Она замужем за своим дальним родственником, которого зовет дядей. Для того, чтобы обвенчаться, потребовалось особое разрешение церкви. Дядя старше Клары на 23 года, и это его третий брак. Алоизу Шекельгруберу 52 года. Незаконно рожденный, он только сейчас взял фамилию своего настоящего отца – Гитлер. А у Клары это 4-е роды. Но младенцы бедной женщины умирают один за одним. И вот, наконец, в 6 часов 30 минут крик существа с такими же, как у нее, голубыми глазами слился с пасхальным звоном колоколов. В этот самый момент на другом конце империи, собираясь на ночную службу, почувствовала себя плохо смешливая и мечтательная Божена, супруга деревенского доктора. Уже несколько дней ей было что сообщить мужу, но вот сейчас он и сам все понял. Большой и добрый, единственный доктор на всю огромную шахтерскую округу, Антонин Чапок очень даже доволен. К зиме в его семье появится еще один малыш. И вот 9 января 1890 года, когда на небосводе уже ярко светила рождественская звезда, сестре Гелене и брату Йозефу впервые показали Карла. Карл, ну куда же опять запропастился этот мальчишка? Вы, старшие, должны за ним смотреть во все глаза. Берегите брата. Он у нас особенный, воскресное дитя. Хрупкий, слабый и такой талантливый. А такие, случаются, рано умирают. Он вечно где-то пропадал. Под кроватью с любимой книжкой «Мало без семьи», которую зачитывал до дыр. В кузнице смотрел на огонь. В лавке керамики наблюдал, как художник расписывает кружки. Карл стеснялся признаться взрослым, что от шума воды отступает чувство одиночества и сдавливавшее горло скорбь. Непослушный хохолок на макушке и полуоткрытый рот. Из-за дефекта переносицы всю жизнь не мог дышать носом. А на другом конце империи смышленый и живой любимец всепрощающей Клары уже прослыл неплохим оратором и увлекает товарищей своей любимой игрой. Он делит ребятишек на 2 лагеря, и они с удовольствием играют в войну. Черная голова медленно приближалась к берегу, то разевая, то закрывая широкую пасть. В полном безмолвии существо вылезло на песок и странно закачалось.
отчего в воздухе повисла необъяснимая жуть. Вслед за ним вынырнули 5, 6, 8 таких же животных и, раскачиваясь, нерешительно засеменили к пока еще не замечавшим их людям. Учиться в гимназию Карла отправили вместе с бабушкой. Город Градице-Кралове находился далеко от родительского дома. Жить нужно было на квартире, и матушка никак не соглашалась доверять свое сокровище чужим людям, ведь недавно он чуть не умер от скарлатины. Карл часто приводил в замешательство учителей тем, что, например, писал сочинения в стихах. По оценке учителя физики, молол чепуху, потому что вдруг затеял дискуссию, что будет со Вселенной, если цвета светового спектра расположатся в каком-то ином порядке. Шокировал одноклассников своим напускным цинизмом. Страдаешь от неразделенной любви? Представь объект своих вздыханий в туалете. Это лучшее средство от сердечных мук. Хорошо рисовал. Вместе с братом Йозефом, который учился на художника, располагались на улице города с мольбертами, при этом вывесив табличку для зевак с грозной надписью «Не глазеть». Рассказы тоже писали вместе и подписывали «Братья Чапок». Здесь же, в Градице-Кралове, произошел случай, о котором Карл с волнением вспоминал всю жизнь. Он шел по незнакомой улице и вдруг почувствовал, что знает на ней все. Загадал, что за поворотом будет собор. Точно. За следующим тоже оказалось то, что он предположил. И на площади, и потом. Тогда Карл понял, что преследующие его видения не из снов, как он думал раньше. Они из будущего. А на другом конце империи его ровесник тоже учился вдали от родного дома. Когда праздновали окончание гимназии, Гитлер впервые напился до такого состояния, что ничего не помнил. На следующее утро хватился табеля и не нашел. А когда пришел за дубликатом, директор был багровый от гнева. Оказывается, юноша использовал документ как туалетную бумагу, и кто-то доставил в школу этот оскверненный лист. Он решил больше никогда не напиваться. По молодости неприятный осадок от скандала забылся быстро. Гитлер хотел стать художником, и это подгоняло неробкого провинциала, как и многих других ему подобных, туда, где жизнь била ключом. Так молодой австриец оказался в Вене, а братья чехи Йозеф и Карл в Париже. Тогда все было перемешано. На неопытного молодого человека одновременно обрушились Достоевский, Гоген, Бодлер, Лотрек, Бальзак, Ницше. Во всем нужно было разобраться. Казалось, стоит только освободить место для творчества, и все возможно преодолеть, даже смерть, как восторженно провозгласил Бергсон. А теперь представьте себе, что историческим ответом на этот духовный оптимизм стала мировая война. Австро-Венгерскую империю захлестнула война мобилизации. С первых же дней неопытные, необстрелянные юнцы стали сотнями гибнуть в окопах от пуль. Потом к армии смерти присоединилась дизентерия. А в тылу такие, как братья Чапаки, не успевали застегивать штаны, бегая от одной медкомиссии к другой. Чехам умирать за Австро-Венгрию было глупо и нелепо. У Йозефа, к счастью, плохое зрение. А Карлу пришлось сознаться, что уже очень давно он ощущает постоянную тупую боль в позвоночнике. Осложнение от перенесенной в детстве скарлатины, написали в медицинском заключении и оставили в покое. Но покоем то, что переживал Карл, назвать было трудно. Мужчин призывного возраста никто не брал на работу. Их постоянно унижали. Сначала Карл воспринимал это как личное оскорбление, а потом понял, что вообще к его поколению относятся как к скоту на бойне. И так жалко стало молодого европейца предвоенной эпохи, своего ровесника. Растоптана его наивная вера в цивилизацию. И вдруг Карл навсегда запомнил этот момент. Он понял, что самая большая ценность на земле – это человеческая жизнь. И ему захотелось как-то остановить эту бессмысленную бойню. Карлу Чапаку 24 года. Они с братом уже известны в литературных кругах. И вот он решает прорываться в Италию, чтобы помогать газетчикам в антиавстрийской пропаганде. Из этой безумной идеи ничего не получилось, только привлек к себе пристальное внимание полиции. Потом он всерьез решает застрелить кого-нибудь из столпов австрийской политики. Но где взять оружие? И потом освободившееся место займет следующий.
Тогда он впервые ощутил свою физическую немощь и готов был разорваться от собственного бессилия и незначительности. Но вдруг понял, что есть сила, способная противостоять железной махине войны. Это разум и интеллект. Бороться можно и за письменным столом в стенах родного дома. Карл взялся за переводы стихов французских поэтов. Подготовленная им антология французской поэзии стала событием для растерзанной войной страны. Спустя десятилетия его переводы назовут шедевром и образцом поэтического слога. На них вырастет не одно поколение чешских поэтов. Но это будет много позже. А тогда Чапеком овладело почти мистическое чувство, что стихами он помог тем, кто сражался под Верденом. На всю жизнь в моей голове застряли годы войны, деспотизма, бесправия и массовых убийств. Тогда я понял, что до последнего дыхания с пеной у рта буду протестовать против всего, что пренебрегает человеческими жизнями. В эти дни 25-летнему Карлу Чапеку было присвоено звание доктора философии. А на другом конце империи его ровесник, несостоявшийся художник, приехал в Зальцбург на призывную комиссию. Гитлера забраковали из-за болезни легких, но он пошел на фронт добровольцем. Физическую немощь укреплял в бою. Бывало, в живых после битвы оставалось несколько человек, и среди них Гитлер. Ему тоже 25 лет. Через 3 месяца его наградят первым железным крестом и присвоят звание ефрейтора. Гитлер уже решил для себя, что человеческая жизнь – разменная монета. И в минуты затишья новоиспеченный ефрейтор вылепливает из окопной глины человечков и держит перед ними речь. Этих странных существ люди назвали саламандрами. Огромное количество саламандр, собравшихся вместе, напоминало уже не бесформенную массу. Это была скорее колонна, которая передвигалась как единый организм, извиваясь своеобразным движением, когда много живых существ сливаются в одно. Люди считали их весьма безобидными существами. В конце 30-х годов буйным цветом расцвели оккультные науки. Карлу Чапеку, уже всемирно известному писателю, нагадали, что жить он будет 77 лет. Чапек был доволен и задал вопрос астрологам: какие потрясения ожидают Европу? «Никаких», — ответили люди, изучавшие язык звездного неба. А на следующий день было 29 сентября. Вечером этого дня в Мюнхене Гитлер, Муссолини, Чемберлен и Даладье подписали соглашение, по которому от Чехословакии были отторгнуты и розданы другим государствам пограничные области с населением около 3,5 миллионов человек. Это было результатом так называемой умиротворенной политики Англии и Франции. Политики решили, что, бросив агрессивным державам кусок в виде части тела Чехословакии, Европа избежит войны. История дала этому событию название «Мюнхенский сговор». А на следующее утро в пражском доме Карла Чапека зазвонил телефон. После короткого разговора бледный как полотно Чапек повесил трубку и безжизненно опустился на стул. Он обладал даром предчувствовать будущее и уже давно говорил о неотвратимой войне. Ему не верили, но теперь каждому было ясно, к чему ведет ход событий. Все существо мое разорвано. Я чувствую себя так, будто из меня вытекает кровь, вываливаются кишки, мозг, все внутренности, будто меня растоптало стадо быков. Немцы приближаются к Сватоневицам, а там места самые чистые. Они опозорят, обесчестят, уведут в рабство доброго духа этого края. Родина Карла Чапека, городок Малые Сватоневицы, находился как раз в области, отошедшей к немцам. Это было священное место его души. Там, рядом с домом, из окна которого впервые увидел мир, находился настоящий святой источник. За водой приезжали и приходили люди со всей округи. В большом доме доктора Чапека, когда семья переехала в соседний городок Упицы, по вечерам звучали народные песни, сказания.
Мать собирала фольклор, предметы народного быта, приглашала исполнителей, записывала слова и мелодии. До сих пор в Музее народного творчества в Праге хранится 250 песен, собранных Баженой. Чапаку невыносимо было даже представить, как немцы пьют воду из этого святого источника. На следующий день люди видели, как Карл молился в соборе святого Вита. Боже, который сотворил эту прекрасную землю, Ты видишь нашу боль, как склонены долу наши головы. Судьба бьет нас железным прутом. Наш народ не утратил своей чести, утратил лишь часть своего тела. Мы, как человек, рука которого попала в зубчатые колеса. В первый самый ужасный момент боли осознает, что еще жив. Наш народ еще жив и ощущает острейшую боль. Боже, который сотворил этот народ, мы не просим Тебя отомстить за нас, но просим, чтобы в каждого из нас Ты вдохнул дух доверия и никого не оставил в безысходном отчаянии. В этот же день он уехал в Стырж. Чапок назвал свой загородный дом в честь Романа Гончарова. Стырж по-чешски обрыв. Он очень любил эти места. Природа всегда успокаивала. Вот и сейчас он остановился и долго наблюдал, как собирали яблоки. О, Господи, когда я состарюсь, когда совсем состарюсь, дай мне такое же богатство плодов. Позволь мне родить твердые красные яблоки, способные перезимовать за окнами. А когда придет новое поколение плодов, пусть мои яблоки этого дождутся. Правда, они уже покроются морщинками, но, Боже, пускай только они дождутся будущего лета. Благодарю Тебя. Аминь. Чапок вдруг успокоился. Никакое насилие не вечно. В прошлое уходят режимы и люди, а народ нельзя уничтожить. Народ вечен. И среди хаоса надо искать почву под ногами. В доме было включено радио. Разносились бодрые немецкие марши и шизофренические вопли Гитлера. Впервые он услышал этот голос по радио еще в 19 году и сразу почувствовал опасность. Его тогда поразило, что Гитлер – его ровесник, романтическое предвоенное поколение. Да, в юности, как это ни странно, они оба желали власти над людьми, и каждый по-своему думал о своей миссии спасителя. Вот теперь Чапок точно знал, от кого нужно спасать мир. Физически слабый, с позвоночником, который ежеминутно напоминал о себе тупой болью, Чапок сделал ставку на интеллект и открыл счет. Знакомьтесь, универсальный рабочий Рипля. Рур. Его пьеса «Рур» пополнила лексикон человечества новым словом «робот». Критики назвали ее протестом против господства разума. Чапок был потрясен. Я думал о силе разума и страстно хотел, чтобы, когда начнется атака роботов, зритель почувствовал, что речь идет о чем-то бесконечно ценном и великом. И это ценное и великое есть человечество. Все мы. Вообразите, что вы стоите над могилой человечества. В эту минуту даже самый беспросветный пессимист осознает священное значение вымершего рода и скажет: это великая честь называться человеком. Ему было по-настоящему страшно все время, пока работал над пьесой. Предчувствие, что очень скоро так и произойдет, и поведут глупого и стадного человека против мира и Бога, леденило душу, приходило в ночных кошмарах. Он даже забыл про свой день рождения. Спина, которая болела всегда, в эти дни вообще не позволяла сидеть, и Чапок заканчивал работу стоя за письменным столом. Причем писал только стальным пером, как привык с детства. Пишущей машинки у него не было никогда. Продолжал работу, понимая, что если не избавиться от этого, сойдет с ума. Когда закончил рукопись, стало немного легче, но он почувствовал, что изменился сам. Тогда один из друзей назвал Чапока добрым соседом всего света. Он стал сочувствовать каждому человеку на земле. В то время как Гитлер закончил свой труд, в котором назвал еврея микробом на теле человечества, а славян полулюдьми, Чапок пишет совсем другое. Мы читаем цифры жертв и разрушений после землетрясения в Японии и с трудом можем себе представить, что за ними стоят люди и культура. Да, несчастье постигло народ иного цвета кожи, языка, но было бы ужасно и цинично, если бы в волне землетрясения не ответила волна людской солидарности. И неужели даже после этого в мире не настанет очищение? Саламандры, прирученные человечеством для рабского труда,
приняли одну, неизвестно где взятую ими религию – поклонение Молоху, которого они представляют в виде исполинской саламандры с человеческой головой. Но подробности их религиозных обрядов, будто бы необычайно таинственных и жестоких, так и остаются неизвестными, потому что совершаются под водой. Германская печать также распространила мнение, что есть некий тип саламандр, которые под влиянием немецкой среды возвысились над другими и стали чем-то вроде высшей расы. На Чапака напали среди бела дня прямо возле дома. Помешал случайный прохожий. До этого были злобные анонимные письма, потом подбрасывали гильзы, потом грязные надписи на заборе. Автомобиль, в который случайно вместо него на конференции сел польский писатель, попал в подстроенную аварию. Брат Йозеф, семья которого занимала вторую половину дома, очень просил Карла быть осторожным. Активизировалась профашистская партия, которая ненавидела Чапака. Кампания его травли нарастала. Пьесы шли по всему миру. Книги издавались в десятках стран. На гонорары можно было жить и работать, не выходя из дома, не делая из себя мишень. Он же, как подневольный, каждый день писал статьи в газету, вел ежедневный разговор с читателем. Карл Чапак верил, что может предотвратить катастрофу. В Германии одну нацию объявили лучшей и высшей. Но ведь с доисторических времен в Европе смешивались все племена. Поэтому все мы больше европейцы, нежели германцы или славяне. Научные аргументы имеют под собой более солидную основу, чем мифическое представление о расовой чистоте. Незнание их в наши дни уже не может служить оправданием. Мы имеем дело с величайшим в истории цивилизации преднамеренным интеллектуальным обманом. Германский посол в Чехословакии выразил протест против драмы Чапака «Белая болезнь». Слишком явно в ее сюжете угадывается нацизм и фигура Гитлера. Чапак призывает в пьесе уничтожить диктаторов, так может избавиться от него самого? И пресса требует очистить чешскую культуру от таких писателей, как Карл Чапак. Нации достаточно книг и уже умерших классиков. Чапак воспринял это как пощечину. Человек, по сути, мирный. Даже для обороны он теперь носил с собой только стартовый пистолет. Никогда не пускавший в ход кулаки, Чапак ответил: можно только пожалеть нацию, которая решила обойтись без писателей. А мы, писатели, никогда и никому не позволим вышвырнуть себя из недр нации на языке, который мы пишем. А если кто-то захочет разорвать нашу связь с народом, на это может быть только один ответ – удар в зубы. Карл стоял как скала. Как он переживал эти дни, знало лишь несколько самых близких людей – брат Йозеф и две женщины. Так сложилось, что в сердце великого писателя одновременно присутствовали две женщины. Об этом не знал ни один человек. До тех пор, пока не ушел из жизни последний из персонажей этой драмы. Последней в 1979 году умерла Вера Грузова. И тогда, по ее завещанию, были опубликованы письма Чапака к ней. Я хотел бы видеть вас, амазонка, верхом на лошади. Волосы растрепаны, рот приоткрыт. Как вам это идет? Вижу, как вы гладите ноздри своего коня. Моя секретарша знает 3 языка, но мне гораздо милее ваш, единственный нежный, розовый. Как мне не хватает того волнения, которое я чувствую рядом с вами. В юности братья Чапаки старательно создавали о себе впечатление пресыщенных любовными похождениями опытных ловеласов. Подговаривали сестру в компаниях, где ее никто не знал, играть роль их прекрасной дамы. Публиковали полные глубокомысленных намеков и пикантных деталей рассказы. Так что друг отца, тоже врач, посоветовал папаше лишить их средств. «Ты читал, что они пишут? Я, старик, не знаю того, что они изведали». Все это было лишь бравадой. Карл долго боялся барышень и говорил, что от одной мысли, что ему нужно поцеловать девичьи губки, его бросает в жар. И вот в 30 лет в его судьбе происходит неожиданный поворот. Он встречает очаровательную белокурую красавицу Ольгу, молоденькую актрису 17 лет. Влюбляется без оглядки.
а через несколько месяцев 17-летнюю красавицу Веру, студентку, амазонку и интеллектуалку, и влюбляется без оглядки. Ольга живет в Праге, Вера в Брно, и Карл мечется, не представляя, как можно выбрать одну и отказаться от другой. Вера, вы пишете, что могли бы зацеловать до смерти? Мне кажется, что это нехорошо. Что потом делать с хладным трупом? Уж если целовать, то так, как ест украденный бифштекс кошка. До свидания, мой сладкий яд, мой бифштекс, мясо кровавое и тайное. Некоторое время он пишет любовные письма обеим девушкам одновременно. Есть такая фраза: «Я живу на острие ножа. Нужно упасть в какую-либо сторону, но я не могу». А потом наступает настоящий кризис. Обе девушки хотели замуж. А Чапок жениться не собирался, потому что над ним висел дамоклов меч болезни позвоночника, так называемой болезни Бехтерева. Врачи еще в юности поставили этот диагноз и предупредили, что со временем его ждет неподвижность. А матушка сделала вывод, что поэтому ему не надо жениться, и убедила сына. Но пока не было повода переживать, он даже смирился с этой мыслью. В сложившейся ситуации он метался между двумя возлюбленными, но решил эту проблему, как, простите меня, господа, как большинство мужчин. Он уехал в Италию, подальше от обеих девушек. А когда вернулся, Вера сообщила, что помолвлена и скоро выходит замуж. Зачем вы написали о своем свадебном белье, которое я не увижу, и которое, и с которым, и в котором, и для которого, и от которого я никак не могу отделаться, которое порвет ночью кто-то другой? Для меня это слишком. И вы еще рассказываете мне о том, что для меня теперь лишь сумасшедшая несбыточная мечта. Я вас ненавижу, я вам желаю всего хорошего, хотя не знаю, что можно возжелать жене ближнего своего. На самом деле он всерьез боялся, что настанет момент, когда жене придется возить его в инвалидной коляске. Наконец, Ольга решилась ему написать. «Я решила подарить тебе монашеское одиночество, о котором ты так мечтаешь. Будь здоров и пиши самые прекрасные на свете вещи. Я буду всю жизнь болеть за тебя душой. Буду дрожать за судьбу каждой твоей книги, потому что знаю, работа для тебя важнее личной жизни. Так должно быть, когда делаешь в жизни что-то стоящее. Постараюсь набраться мудрости и силы, чтобы не упасть на улицу, если вдруг когда-нибудь доведется тебя встретить». Когда Чапок прочитал письмо, ему позвонили, что Ольга отравилась. Со всех концов Европы стали приходить сообщения о нападении саламандр на людей. И вот они уже стали захватывать континент за континентом, взрывая части суши и расширяя территорию моря, среды своего обитания. А верховный саламандр на переговорах с представителями ведущих европейских держав в ультимативном порядке предложил людям работать на саламандр. Первое, что увидела Ольга, придя в себя, было плавающее над ней, как в тумане, лицо Карла. Слабым голосом она сказала, что тоже никогда не выйдет замуж и будет сопровождать его в его одиночестве. Ольга и Вера стали прототипами героинь его романа «Крокотит», в котором любовная линия отнюдь не была главной. Мы присутствуем при одном из страшнейших разгромов культуры, какие только пережило человечество. Целый народ, целое государство уверовало в инстинкт, расу и прочую белиберду. Целое государство со всеми своими профессорами, священниками, литераторами, врачами, юристами. Какое колоссальное предательство интеллигенции! Почему они не пожали плечами и не отвергли эту чепуху? Сегодня у интеллигенции три пути. Путь соучастия в преступлении, трусливая капитуляция или мученичество. Чапок выбрал свой путь. Он организовал миссию мира. По радио символически пожал руку Рабиндранату Тагору. Так хотелось, чтобы это же сделали и другие. Zdravíme vás se vašem Santiniketanu. Zdravíme vás Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
a přece i přes tu dálku zemí a kultur k vám vztahujeme bratrskou ruku. Основанный Чапоком чешский пен-клуб он тоже стал использовать в своей борьбе. Провел в Праге Всемирный конгресс Международного пен-клуба, надеясь, что собрание важнейших писателей объединит весь мир против нацизма. Но Герберт Уэллс, которого Чапок так любил, с удручающей иронией оценивал возможности англичан. Жюль Ромен говорил, что во Франции еще не слышно топота копыт вражеской конницы. А чешский пен-клуб выступил в защиту преследуемых фашистами немецких музыкантов и художников, против исключения евреев из писательских организаций, выпустил манифест о фашистских провокациях. Чапок лично собирал деньги в помощь детям и беженцам. Позиция писателя была очень близка первому президенту Чехословакии Масарику. Они подружились, и Масарик приходил к Чапоку на традиционные пятницы, где собирались политики, писатели, говорили о жизни, а с 1933 года постоянно о Гитлере. Все, кроме Чапока, считали, что он продержится лет 5. Карл же разработал целую программу финансовых мер против фашистской Германии. За дружбу с президентом Чапока окрестили агентом власти. Называли его хамом из Хамова, лжегуманистом. В молодости братья Чапоки написали в одном из своих рассказов: если животное долго бить, то в глазах у него появится человеческое выражение. Сколько же должен был выстрадать человек, прежде чем стал человеком? Глядя на себя в зеркало, Карл это вспоминал теперь часто. Нужно было отвлечься, и он нашел отдушину – сад. И в Праге, и за городом с удовольствием занимался семенами, саженцами. Самые экзотические растения приживались у него на участке и расцветали потом в его рассказах. Немедленно в левой печати появились публикации об упадке таланта Карла Чапока, отгородившегося от мира садовой решеткой. А правые круги давали понять, что Чапок теперь не борец, и смеялись над его цветочками. Слово «садовод» стало бранным. Единственной хорошей новостью тех дней были результаты рентгеновского снимка, который Карл сделал в Вене. Диагноз, висевший над ним долгие годы, не подтвердился, и 45-летний Карл Чапок, наконец, жених. Что ни говорите, а полноценным мужчиной становишься только после женитьбы. Всем рекомендую. Это все равно, что взять на себя ответственность за погоду. Хотя само слово «жених» ужасно. Я не мог произнести его ни за что на свете. Бывают слова, которые невозможно сказать вслух. Какой позор! Будто сам Бог не спаслал старческую дряблость нациям и классам, которые стремительно несутся в бездну. Но ведь еще можно стряхнуть это холодное и скользкое кольцо, которое обвивается вокруг нас. Во имя культуры, во имя христианства и человечества мы должны избавиться от саламандр и от их диктатора. Любопытнейшая, кстати, личность. Во время войны он был ефрейтором. В эти дни он закончил роман «Война с саламандрами» и на последних страницах уже от своего имени призывал остановить саламандр. Критика восприняла роман как юмористическое произведение. Отреагировали только в Нобелевском комитете, намекнули, что надо не «Войну с саламандрами» писать, а что-нибудь полегче. И еще Гитлер. Он объявил Карла Чапока своим личным врагом. Теперь, когда было ясно, что война неотвратима, Чапок стал призывать к сопротивлению. «Белобилетник», взвыли газетчики. И тут уж ему припомнили и слабое здоровье, а работу в саду вообще назвали бабством. В один из осенних вечеров Карл зашел к другу и попросил проводить его до дома. Я боюсь идти один. С утра у меня в ушах звучит стих. Не знаю, откуда он взялся и как проник в мое сознание. Еще сегодня брызнет кровь, еще сегодня брызнет кровь. И так раз 50, и он все возвращается и возвращается. Я боюсь крови. Солнечное утро как рукой сняло все страхи. Природа делала свое исцеляющее дело. Когда любуешься природой в ее торжественные минуты,
Все прочее кажется малозначительным и бесцветным. Она золотая, красная, фиолетовая, зеленая. А когда еще вдобавок светит солнце, Отче наш, сущий на небесах. Да чего же это прекрасно. Он не знал, что именно в ту ночь в Берлине прошли массовые погромы. После Мюнхена французские писатели потребовали, чтобы Чапеку присудили Нобелевскую премию. Вместо этого посыпались обвинения от сограждан, что он виноват во всех бедах, ссорился с Гитлером, и теперь будут бомбить Прагу, а сам Чапек спрятался в своем загородном доме. История знает моменты, когда лучше смотреть вдаль, чем в лицо людям. Все переменилось, дружище, но люди остались те же. Только теперь мы лучше знаем, кто есть кто. Порядочный человек был им всегда. Никто не становится перебежчиком, если не был им всегда. Кто меняет веру, тот никогда ее не имел. Перед Рождеством в Стырж несколько раз приезжали из Англии журналисты с предложением вывести Чапека за границу. Он отказался. Карл всю жизнь как-то не просто реагировал на Рождество. Говорил, поскорее бы оно прошло, или вот переживу Рождество, как будто чувствовал, что смерть придет за ним именно в этот праздничный день. Простое воспаление легких. Но, как сказал врач, его организм не хотел бороться с болезнью. Карл понял, что проиграл, и его мир рухнул. А жить в другом мире Чапек не хотел. Цветаева узнала о его смерти в Париже. 48 лет. Мог бы жить еще 20. Я не поверила. Да это ошибка не может быть. Жалею в нем собрата, жалею в нем человека, жалею в нем свое поколение, ровесника. Я оглушена. Бедный Чапек, что он унес на прощание? Измену, предательство, победу грубой силы. Горько так умереть. Одно утешает: дождался Христа. В Рождество умирающий не умирает. Господи, дай, чтобы он когда-нибудь, откуда-нибудь увидел свою страну воскресшей. А через 3 месяца в Праге Гитлер послал за Чапеком эсэсовцев. Только в 45-м Ольга выкопала спрятанный в саду архив мужа. Немцы бы его уничтожили, так же, как в концлагере уничтожили брата Йозефа. И вот теперь, разбирая бумаги, Ольга обнаружила неопубликованную статью Карла. Газеты писали, что во время пожара на английской шахте один из шахтеров трижды спускался вниз и вытаскивал товарищей. На 4-й его самого вытащили мертвым. Имя этого человека потрясающе символично – Пронобис. По латыни это значит «за нас». Мы не прочтем в газетах, что это был за человек. Так же, как и не узнаем, что за человек был телеграфист с «Титаника», который оставался в рубке и до последнего мгновения посылал в мир сигналы бедствия с утопающего судна и ушел ко дну вместе с ним. Когда рок сокрушает людей и творение их рук, мы встречаем какого-нибудь Пронобиса, и на миг открывается человеческое лицо, озаренное трагическим блеском. Пронобис, умри за нас, когда снова понадобится показать высокий пример любви и мужества посреди того зла, в котором погрязло человечество. И вечно возвращайся, ибо нам суждено еще много страдать.